Здравствуйте! С вами Инна Макаш, и вы на моем YouTube-канале Рукоделие. Сегодня я хочу вам показать вот данный топ. Я его вязала очень долго, поэтому не выходила на связь, не выкладывала видео. Наконец-то я его довязала и хочу вам продемонстрировать. Когда я вязала, подсчеты у меня были сделаны, но когда я начала снимать ролик, что-то пошло не так. Очень долго разбиралась, поэтому времени ушло много. Что я хочу сказать? Топ мне очень понравился. Советую вам. Вязка очень интересная. Если понять, как это вяжется правильно, то проблем не будет. Главное понять смысл данной схемы. Я дальше в видео покажу саму схему, из скольки рапортов состоит. И если возникнут у вас вопросы, вы можете мне написать. Давайте приступим. Сегодня я хочу вам показать вот такой топ, как я его вязала. Расчеты покажу и постараюсь подробно и понятно объяснить вам. Во-первых, я вязала данное изделие из пряжи Nautilus, линия Piu, что-то там такое. Это итальянская бобинная пряжа. Заказывала я на сайте Italy Yarn. Это 100% хлопок. Вот посмотрите, так она выглядит. Это вот шнурочек. В 100 граммах 200 метров, цвет бирюзовый. Я приобретала данную пряжу весом 500 грамм в бобине. И обошлась мне эта бобина за 100 грамм я заплатила 290 рублей. Вес за 500 грамм я заплатила 1450 рублей. В целом это недорого для итальянской пряжи и для хлопка. Давайте я вам расскажу, как у меня было связано это изделие. Во-первых, я набрала 208 петель. Откуда я эти петли получила? Если смотреть на сам раппорт, у нас здесь 3 петли. И вот я здесь указала, что у нас 3 петли. И вот таких начало раппорта от середины у нас вот 3 петли, да, по схеме. И здесь вот таких раппортов со смещением вправо, это с правой стороны, и со смещением влево, с левой стороны, у нас 5 петель. И для того, чтобы у меня получилась кофта 42-44 размера, мне нужно было набрать, использовать 8 раппортов. Набрать вот в этом месте с правой стороны. И 9 петель, это у меня получается вот это резиночка. То есть вот до середины это 9 петель. И теперь все это 3 петли плюс
8 раппортов по 5 петель, это у меня 40 получается петель. И еще 9 петель резинка с краю, обработочку с краю, получается 52 петли. И это мы все умножаем на 4, потому что этот расчет 52 петли, это вот эта часть. А у нас таких 4. Вот отсюда у нас и получилось 208 петель. Затем, набрав 208 петель, я использовала, кстати, спицы номер 3, и вес изделия у меня 273 грамма. Использовав спицы, взяв спицы номер 3, я связала 35 рядов резинкой 2 на 2. Набор был у меня итальянским способом. На сайте на моем можете посмотреть, как это набирается. У меня там есть видео. Затем, используя данную схему, можете сделать принтскрин данной схемы. И мы вяжем вот отсюда и вот эту часть. Мы провязали 65 рядов. Это я провязала для своей комплекции. Вы уже смотрите сами по своим расчетам и подсчетам. Я не знала, сколько рядов мне надо будет связать. Это по ходу вязания. Я вязала в круговую. Затем, связав 65 рядов, я начала убавлять в области проймы. Каким образом я убавляла? Вот у меня перед, как я вязала, это у меня горловина, показания горловины и проймы. Начинаем мы вязать пройму. И убавляем в каждом втором ряду по одной петле. И в целом мы провязываем 18 рядов. Вот до сюда мы убавим 9 петель с одной стороны и 9 петель с другой стороны. Дальше мы убавлять уже не будем. Будем вязать ровненько. Вот в этом месте у нас будет вязание уже ровное. И с 19 и 20 ряд у нас не убавляется ничего. Мы вяжем обычным, ну, как обычно. И вот здесь у меня, кстати, резинка, она продолжается. Вот здесь у нас резиночка, да, идет. И она плавненько переходит сюда. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, чтобы у вас было понимание. Вот видите, я вяжу эту резинку, и обработка никакая не нужна. Я вам видео вставлю, как получить вот такой красивый ровный край. — 19-20 мы не убавляли, и вот с 21 с 21 ряда у меня вот здесь все рассчитано. Вы тоже можете сделать принтскрин и ориентироваться уже на эти подсчеты. У вас, скорее всего, может тоже что-то поменяться, потому что у меня руки средние в целом. Если размер нужен побольше, наверное, нужно будет сделать другие немножечко расчеты. Я здесь прописываю, вот в 21 ряду, когда я вяжу 21 ряд, я от центра не довязываю 5 петель. Что это значит? Вот у нас здесь центр, и я укороченными рядами вяжу. Вот я вяжу, здесь я не убавляю, да, вяжу, и у меня остается на спицах от центра, здесь маркер у меня висит, остается 5 петель, и я разворачиваю вязание и вяжу в обратном направлении укороченными рядами. И здесь у меня расчеты именно по укороченным рядам. Не довязываю 5 петель, потом на 23 ряду 8 петель, а обратный ряд, когда я вяжу, я, естественно, изнаночными петлями, потому что мы же уже начинаем вязать не в круговую, а поворачиваем вязание. То есть здесь мы вяжем изнаночными все петли по узору. Поэтому я и говорю, что в четных рядах мы ничего не меняем, не убавляем, не прибавляем.
только в нечетных рядах. 23 ряд мы 8 петель не довязываем, то есть мы связали, и вот здесь остается на спицах от центра 8 петель, мы не довязываем и разворачиваем вязание, вяжем дальше. Дальше в 25 ряду 9 петель не довязываем, в 27 11, в 29 12, в 31 13 петель не довязываем, в 33 ряду 14 петель не довязываем, в 35 15 петель, в 37 16, в 39 17, в 41 18 петель. И вот здесь мы, и дальше у нас по 18 петель не довязываем, то есть мы вот в данном, ну там я не знаю какой тут ряд, ну например 43 ряд, да, вот здесь остается у нас 43 ряд, и мы вот здесь уже не убавляем, мы вяжем по узору ровненько, не прибавляя и не убавляя. Дальше, и в области проймы я вот здесь указала прочерки, да, что мы перестали убавлять, то есть до 18 ряда мы убавляли в каждом втором ряду, и здесь, убавив 9 петель, мы вяжем ровненько. Вот смотрите, у меня ровное вязание. Переходим к изнанке. Вот у меня изнанка. Изнанка, извините. Переходим к спинке. Вот у меня расчеты спинки, да. Точно так же мы в области проймы вяжем, убавляем в каждом втором ряду по одной петле до 18 ряда. В целом у нас точно так же в зеркальном отображении будет 9 петель, мы убавим. Затем мы не трогаем пройму, не убавляем и не прибавляем, вяжем ровненько. Дальше, довязав, вот видите, здесь у нас, конечно, мы больше вяжем, и довязав до 45 ряда мы начинаем вывязывать горловину. Не довязано 10 петель. Вот здесь мы останавливаемся, вот вяжем, да, 43 ряд, и здесь вот на спицах у нас 10 петель должно остаться недовязанных. Тоже укороченными рядами переворачиваем вязание и начинаем вязать изнанкой. Дальше 47 ряд 13 петель не довязываем, 49 14 петель не довязываем, 51 15 петель, 53 16 петель, 55 17 петель, 57 18, 59 18 и так далее. Вот 59 61 63 65 мы все это 18 петель вяжем. Смотрите, вот здесь у нас вязание уже последние 7 рядов мы вяжем ровненько, не убавляя. Связали мы пройму. Это у меня такая будет обработка проймы. Теперь вяжем по рисунку. Здесь лицевая. В этом месте мы перекрещиваем. Левая петелька сверху, а правая петелька перекрещена идет налево через заднюю. Сзади, получается, она остается. Затем лицевая, накид и 2 вместе с наклоном вправо.
Снова перекрещиваем. Это уже по рисунку можно определять. Лицевая, накид и 2 вместе с наклоном вправо. Так до середины. 3 раз показываем. Вяжем скрещенно. Лицевая, накид и 2 петли вместе. Давайте еще раз. Эту петельку снимаем. Я ее придерживаю за работой. Затем вторую петельку провязываю. И вот то, что у меня осталось за работой, я надеваю на спицу. Тоже провязываю. Вот у меня перекрещено получается. Лицевая петля, накид и 2 вместе. Затем 3 петельки у меня здесь остаются. Я точно так же перекрещиваю. Петельку и 1 лицевую. И здесь в зеркальном отображении лицевая. Теперь мы эту петельку оставляем перед работой. Вяжем вторую петельку, а то, что осталось перед работой, на спицу. И тоже провязываем лицевой. И у нас вот скрещено получается скрещенные петли. Затем меняем положение 2 петель и провязываем 2 вместе с наклоном влево. Затем накид, лицевая и снова петельку перед работой вставляем, вторую петельку провязываем. То, что осталось перед работой, надеваем на спицу и тоже провязываем. И вот у нас дорожка идет. Затем меняем положение петель и провязываем 2 вместе с наклоном влево. Затем накид, лицевая и точно так же. Скрещено. Первую оставляем петельку, вторую провязываем, первую петельку скрещиваем, она будет перед работой, и провязываем. Затем меняем положение петель, 2 петли с наклоном влево, накид, лицевая и снова перекрещиваем. Точно так же вяжем до конца ряда. Потом вы уже будете смотреть по узору продолжение данной дорожки. И после середины, до середины вяжем одним способом, а после середины зеркальным способом. По схеме. Даже не способом, а по схеме. Скрещенно связали. Теперь
лицевая. И вяжем пройму. Обработка проймы у нас будет. Две лицевые. И вот здесь у нас изнаночная петелька идет. Переворачиваем вязание. И для того, чтобы пройма у нас была красивая, видите, вот такая, нам нужно понять, как мы должны ниточку вот в этом ряду связать. Если мы свяжем вот так, то у нас будет тут изнаночная, это будет некрасиво. Мы пробуем перебросить петельку, вот, и здесь она, получается, косичка идет, поэтому это правильное положение петель. Снимаем, немножко затягиваем, вяжем по рисунку. И если у нас тут изнаночная петля, то мы вяжем изнанкой. Вот 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так, этот узор у нас закончился. И со стороны изнанки мы вяжем все петли изнаночными петлями до конца, почти до конца ряда, вот до маркера. А маркер уже после маркера мы вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Я сейчас довяжу до вот этого момента, и вот здесь я покажу, как я обработка края у меня получается, как вывязываю эту часть. 2 изнаночные остались. Если по рисунку смотреть, то лицевая. Теперь мы вяжем лицевую. Связали. Вот смотрите, мы лицевую связали, и вот у нас петелька легла правильно. Значит, у нас нитка должна быть перед работой, для того, чтобы край был красивым. Теперь снимаем кромочную петельку и вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Теперь здесь, видите, если по рисунку идти, то у нас должны быть перекрещены. То есть точно так же мы снимаем петельку, оставляем ее за работой. Вяжем лицевую, перекрещена. Теперь лицевая, накид и 2 вместе с наклоном вправо. И вот этот рисунок, он всегда повторяется. Вы наблюдаете. Порядок, он один и тот же всегда. Перекрещена, лицевая, накид, 2 вместе. И так далее до середины. Остаются 4 петли до середины. Вот здесь по схеме мы должны опять перекрестить петельки. Перекрещиваем. Первую петлю оставляя за работой. Теперь 2 лицевые. Смотрите, это все вяжется по данной схеме. Можете сделать принт-скрин. Сейчас мы связали, вот перекрестили и вот 2 вместе связали. То есть у нас 9 ряд. Довязали до середины. Теперь 2 лицевые и перекрещиваем по этой схеме.
2 лицевые. Мне эта схема нужна была изначально для того, чтобы понимать, и центр у меня был одинаковым, чтобы сориентироваться. Вот видите, какой центр у меня получается. Перекрещено. Теперь петельки меняют положение, 2 вместе с наклоном влево. Затем накид, лицевая, и снова перекрещиваем. Снова меняем положение петель, 2 вместе с наклоном влево. Накид, лицевая, перекрещиваем. И точно так же по схеме. Затем мы вяжем горловину. Резинку горловины я вяжу на спицах номер 2. Все остальное изделие у меня связано спицами номер 3. И вот резинка горловины. Я набираю 124 петли, потому что у нас вот здесь будет вроде все нормально, а вот здесь дополнительные петельки нужно набрать. У меня получилось 124. Вы можете прибавить, может быть, даже чуть больше, потому что оно стягивается. Это, видите, я первый раз вязала пробный вариант, и даже тоналка немножечко вот здесь осталась, потому что очень тугая. Когда я постираю, я немножко попробую растянуть, чтобы оно село, ну, чтобы сильно не тянуло. Ну, она не так сильно тянет, но все равно хотелось бы, чтобы немножечко слабее было. Вот, резинка плотная. Может быть, надо было на троечке вязать. Ну, в общем, тоже можно поэкспериментировать. У меня уже связано, я уже с этим изделием ничего делать не буду. Буду его носить с большим превеликим удовольствием. И провязав 12 рядов, я закрыла итальянским способом. Вот со стороны изнанки у меня получается. А это вот с лицевой стороны. Видите? Результат мне очень понравился. Я думаю, что у меня особых таких сильных косяков тут нет в этом изделии. И это очень круто. И с каждым разом, с каждым изделием у меня изделие становится все лучше, качественнее и интереснее, красивее. Потому что уже не боишься вязать новые узоры, зная, что у тебя получается. Главное быть внимательным, терпеливым, и у вас все получится. Так, еще хотела сказать, что это изделие, оно немножечко вот такое неприятное к телу. Я сначала не знала, что из него вязать. Думала, что топ, наверное, не получится. Когда я в очередной раз заказала пряжу и поехала туда забирать, я говорю, что с этим изделием можно сделать? Может быть, сумку какую-нибудь. А они мне показывают лоскуток, постиранный уже. И я его не узнала, потому что он настолько мягкий, красивый, нежный. Ну, красивый, и этот тоже красивый, да. Что он такой нежный. Поэтому это изделие пока еще не постирано. Я его сейчас постираю, и мы посмотрим, что у нас изменилось ли по ощущениям. Я очень надеюсь, что это случится, потому что столько сил положено на данное изделие. Может быть, в коротких видео я расскажу про свои ощущения. Не буду уже добавлять к этому видео, потому что я уже не успею постирать и высушить его. Вставлю сейчас вам видео, как это изделие смотрится на мне.
На этом у меня все. Всем желаю хороших выходных, хорошего настроения, прекрасных изделий, мира в семье и всех благ. Всех целую и пока-пока.